Всем привет, дорогие зрители, те, кто меня смотрит. Решил записать короткое видео перед тем, как вы посмотрите основной видеоролик. Хотел сказать спасибо за то, что вы смотрите, кто-то подписывается, оставляет комментарии. Это очень ценно. И вот почему. Потому что мне дали небольшую обратную связь о моем первом видеоролике. И она, конечно, такая себе. Я еще, конечно, тот двоечник. Постоянно что-то чавкаю, еще что-то. И поэтому, в общем, я не оратор, далеко. Записываю видеоролик как могу и также и монтирую. Это для меня второй в жизни видеоролик, который я смонтировал. Я никогда не брался даже на телефоне почти ничего не монтировал. И не умел, там, 2-3 видео, знаете, склеить. Это не особо-то и навык такой. А на ютубе все сложнее, много слишком контента. Люди привыкли смотреть хороший, качественный контент. И хороший звук, хорошая картинка, много что происходит на экране. Вот это вот интересно смотреть. Я не знаю, пока интересно ли смотреть меня, но в этом видеоролике я постарался учесть все то, что мне сказали, и сделал максимально лучше. Как монтаж, ох, какое солнышко яркое. Как монтаж, так и звуки, переходы и так далее. Постарался немножко поиграться с настройками. В общем, постарался для вас, чтобы вам было смотреть комфортно этот видеоролик. Насчет интересный я не обещаю, потому что я, честно говоря, мало снимал деталей. Да, я что о каких-то вещах упоминаю, там говорю, вот это тут находится, или это так называется, или это я вообще не знаю, как называется. И причем снимаю это. Но вы поймите, что у нас так происходит, что мы куда-то едем, нам говорят, поехали гулять. Мы говорим, поехали. Я приезжаю, и тут я понимаю, что тут интересно. До этого момента я не знал, где мы будем, где окажемся, о чем снимать, даже не представлял. Поэтому мне приходится выкручиваться, доставать камеру и снимать какой-то контент. Он может быть где-то очень разрывистый, где-то я кусками что-то снимаю, небольшое. Но это все, что я имею на данный момент. Вот. Я учусь и стараюсь сделать, чтобы вам было интересно. Стараюсь продумывать контент, если я уже знаю, о чем я буду снимать. Вот. Но как получается на данный момент. Дальше, надеюсь, будет лучше. Вот. Я еще куплю петличку, чтобы звук был и не было много посторонних шумов, да, как вы сейчас слышите, машины едут, шум, ветер. Постараюсь купить петличку, и чтобы вы меня слышали хорошо, чтобы меньше было посторонних звуков. Спасибо, что вы меня смотрите, друзья, и приятного просмотра. Поделитесь тем, как вам этот видеоролик, второй. Мне кажется, он понасыщенней. Вот этот продукт, он еще не конечный. То, что здесь жарилось, то есть первостепенно свиные шкурки высушиваются, затем они жарятся вот в этом чане, становятся вот такими. То есть оно, конечно, съедобное, это мясо, но кожа еще очень твердая. Сейчас попробуем. Это мясо. Мне нравится. Это мясо, это не кожа. И здесь уже вот так выкладывают слоями. А дальше я сейчас покажу, что с ним делают. То есть он, хозяин, Ричард, у него покупают магазины и мясники вот такие уже жареные изделия, то есть кожу с мясом. Она еще чуть-чуть подсушивается вот до такой, чуть более твердой. И дальше я сейчас переключу и покажу, какой продукт уже делают из него мясники в магазинах. В общем, показываю конечный результат этого продукта кожи, который делает Ричард внизу. Это вот такая вот уже сушеная кожа.
Это называется чичарон. Вот это кожа. Посмотрите, как эта кожа ломается. Мы только что кушали тако. Тако с пивом в Мексике. Как же обед. И кожа ломается. Это кожа. Вот такая вот спененная, как хлебцы. Очень похожая пористая структура на хлебце. И она вот просто вот так вот ломается. И ты ее кушаешь, она у тебя хрустит. И это вот кожа. Вот это добавляют в тако. Вот таким вот образом. Кладут в тако и кушают. Представляете? Вышли прогуляться по ночному Мехико немножко. Это вторая наша прогулка. Но райончик не богатый и не бедный. Такого среднего класса, можно так сказать. Вот, и мы сейчас идем есть тако в местное заведение. Ну, совершенно простое. Сейчас покажу. Мексика, конечно, это сплошной колорит. Пришли попробовать тако. Сейчас посмотрим, как здесь все готовят. Здесь вот такой вот стол. Это к тако. Все дают. Большая достаточно очередь. Это все вечером, ночью. Сейчас принесут, покажу вам, как это кушать. Нам вот такое принесли тако. Сейчас посмотрим, что с ним нужно делать. Сначала накладывается в него зеленушечка. Лучок уже положили. Дальше накладывается соус. Все это с лаймом сдабривается. Тут еще привезли лучок жареный. Соль немножко. И лучок тоже. Ну, это авокадо, гуакамоле. В принципе, все понятно. Кладется лучок на тако. Цена такого тако. Вот это вот такой прайс. Цена тако $35. Это $35 мексиканских. То есть примерно получается 150-160 рублей. На данный момент, естественно. Там нужно смотреть в зависимости от курса. В общем, пробуем тако. Как он на вкус. Здесь зеленушечка, соус сальса, гуакамоле, мясо, редиска. Это все вот так просто заворачивается. Я уже одну съел, и достаточно сытно. Но взял вторую. Пробуем. Это сыр. А, сыр. Я не поняла, вот это я, получается, сыр повытаскивала. Да. Лучок. Это очень вкусно. Тебе лучок предлагают. Что лучок полагается? Очень вкусно, колоритно. Здесь много остроты, но лаймом все сходит на нет. У тебя нет этой остроты, то есть нету очень острого. Хотя здесь сальса, это очень острый. Ну, достаточно острый перец. И благодаря лайму все в меру остренькое. Очень вкусно. В общем, я спросил аккуратно у владельца этого заведения, она разрешила чуть-чуть поснимать, поэтому снимем просто, как это происходит. Очень доброжелательные мексиканцы, очень. Здесь накладывают с собой. Все, что берут с собой, здесь целая очередь просто. Здесь активно нажаривают мясо. Лепешечки жарятся. Здесь жарится лучочек.
мясо. Здесь просто работает целая куча людей. Вы посмотрите на эту скорость. Они просто работают на потоке. Мы здесь сидели, вот там уже долгое время. Здесь просто целая куча людей. Несколько видов мяса. И здесь есть буррито, тако и все остальное, в чем я еще не разбираюсь. Тут просто на потоке с лютой скоростью. Вы просто посмотрите, как она делает. Здесь работает человек, наверное, 10 вот в таком маленьком заведении. Очень вкусно, очень классно. В общем, мы попробовали такос. Это очень вкусно. Оказывается, это было не за 150 рублей, ну, в переводе на нынешний курс, а за 100 рублей. То есть это там стоило 25 песо, 25 мексиканских долларов. Это по курсу сейчас 110 рублей, окей. Но за 110 рублей я считаю это неплохо. Это тоненький бифштекс на 2 лепешках. Вместе там со всем, чем прилагается, с лаймом и так далее. И в принципе, один ты съел и вкусно. То есть сейчас там шаурма, да, какая-нибудь в России стоит 200 рублей. Но я выберу вот таких вот съесть 2 такса по 110 рублей. Ну, представляете, это 2 биштекса. 2 биштекса, причем говядина, там не курица. В общем, топчик за эти деньги. При том, что сейчас курс еще самый высокий, ну, почти один из самых высоких, которых есть. Вот, и это достаточно приемлемая цена, мне так кажется. Продолжаем гулять. Если будет что-то еще интересное, я сниму. Но нам дали очень короткую визу, и поэтому, скорее всего, мы поедем уже в Тихуану. Не знаю, насколько там получится гулять. Там как бы намного опасней, как бы в Мехико. Мы спокойно можем гулять. Не во всех районах, но можем. То есть можно спокойно передвигаться по городу, если знать где, не заходить в опасные районы. А в Тихуане там одна улица центральная, насколько я знаю, поправьте меня, если не так. Во всех остальных местах гулять нельзя. Ну, как бы можно, но вопрос последствий, которые ты нарвешься. Ох, Мексика, она меня удивляет каждый день. Это очень вкусно, очень колоритно. Люди все добрые, знаешь, не злые. Вот, как сказать, хозяйка этого заведения, где мы сейчас кушали, она работает с самого утра. Представляете, в таком режиме делать разные буррито, такос и так далее. С самого утра она работает. И она стоит, улыбается, она добрая. Мы у нее спросили разрешение поснимать. Она говорит, да, конечно. Ничего плохого не имею к нашим русским людям. Потому что я тоже как бы, да, вырос в России. Но все-таки у нас такого нет. Да, нужно признать, что это культура, добродушие какое-то, это у мексиканцев, это у мексиканцев традиции. Нас привезли на местную достопримечательность. Я, правда, ничего не знаю о ней. Нам сказали, мы вас повезем в красивое место. Мы согласились. Называется она Виджа дель Карбон. Пытаюсь говорить по-мексикански. Вот. Сейчас посмотрим, какие здесь виды классные. Ну, в принципе, похоже чем-то, знаете, на туристический Крым. По тому, как все выглядит, потому как жарко. Туплю.
Мы, в общем, забирались на... Это большая высота. В Мексике и так тяжеловато. Я сегодня решил позаниматься спортом в Куэвеке после недели отходника. И сдох через 10 минут. Потому что очень... Ну, как бы Мехико находится на высоте там, от 2 до 3 тысяч метров над уровнем неба. Над уровнем моря. То есть достаточно высоко. И прям одышка сходу. Поднимаешься по ступенькам, одышка. Ну, с непривычки. К этому нужно привыкнуть. Пожить здесь какое-то время. И попытался позаниматься спортом. И сдох. Словил головокружение. Прям в глазах потемнело, короче. Ну, прям очень тяжело. Пока дается любые движения, такие какие-то серьезные, нужно адаптироваться к этому. В общем, а что это? Чичаррон. Чичаррон. В общем, сейчас буду пробовать каких-то жуков. Это прям жук. Я не знаю, какой это жук, но сейчас попробуем. Тесте. Она с лаймом? Лайм? Лайм? No? Лимон. Она с лимоном. Просто сухая субстанция. Все. Жена отказалась. А я еще одну попробую, пожалуй. Что это? Это какие-то жуки непонятные. Не знаю, что это такое. Какие-то кузнечики, да. А, они с чили и с лаймом. Как чипсы. Как сухие чипсы. В принципе, неплохо, но вкуса у них нет никакого особого. Они просто сухие. И все. В общем, это просто старый город. Посмотрел Википедию. Основанный в 1700 году. В общем, ну это просто старые очень постройки. Узкие улочки вот такие вот. Ну и все на туризме. По сути, здесь нечего делать. Тут делали, правда, вот обувь традиционные мексиканские, забыл, как они называются, туфли, в общем. Вот. Такие вот тут всякие кожаные изделия очень популярные. Кепки, обувь. Собственно, из-за этого на этом построенный город. Ну, и мексиканцы сюда ездят просто посмотреть, погулять по древнему городу. Но, по сути, тут нечего смотреть. Просто мексиканцы ходят и смотрят на магазинчики. Больше тут нечего смотреть. Из интересного они знали толк в комфорте. И стулья, они сделаны из кожи, то есть он, не сказать, что он прям сильно мягкий, но видно, да, то есть это не на дереве вот таком сидеть. То есть они поверх делали кожаную вставку такую. Здесь такой же стол. Ну, где-то он порвался, но в целом он с такой очень твердой, толстой кожи. Здесь мягко довольно-таки сидеть. Вот это я понимаю. Комфорт в то время. Так, мы отъехали немножко и попали на плотину. Вот это вот уже стоит посмотреть. Вот это вот уже красиво. Это сама плотина. Там уже уходит вниз. Эта плотина сдерживает воду с гор. Мы сейчас находимся на высоте 3000 метров над уровнем моря, если что. Это плотина в горах, но как бы выше там еще есть горы.
Все это скапливается сюда. Здесь построили плотину, чтобы сдерживать эту воду. Вот такая вот огромная плотина и озеро на высоте 3000 метров в горах. Здесь довольно-таки жарко, солнце припекает, но виды классные. Посмотрите, как там красиво. Там есть домики. Класс. Всем привет! Это наш второй самостоятельный выход в Мехико. Сейчас тепло, плюс 25 градусов, примерно, может 23. Не выходим много, потому что мы находимся очень достаточно далеко в отдаленных районах. И просто куда-то добраться физически своим ходом немножко страшновато где-то. Вот, а где-то просто далеко. 2 часа ехать до какой-то ближайшей, до ближайшего достопримечательности достаточно далеко. Но мы живем в хорошем районе, поэтому гуляем по нему. Вот сейчас вам немножко покажу, как вообще выглядят мексиканские улицы. Нам очень нравится количество зелени, которое здесь после Казахстана и Астаны. Это вообще, конечно, прям наслаждение для глаз, столько деревьев. Хотя я не понимаю откуда, потому что здесь достаточно жарко, но очень много зелени, все зеленое. Посмотрите, какие большие пальмы есть. Бывают там всякие кактусы высотой метров по 5 и такого рода. Здесь, в принципе, сам Мехико, он спокойный, по нему можно гулять. Естественно, просто не заходить в какие-то опасные районы, но передвигаться можно спокойно. Вот, кто-то очень боится. Мы тоже поначалу очень боялись, но потом мы поспрашивали местных. Я говорю, а сколько вот у вас было случаев за 10 лет, что у вас что-то своровали или что-то взяли? Они такие, 0, ничего, ни разу не было. Мы гуляем. Вот здесь такие пешеходные дорожки, кто-то здесь бегает, кто-то просто ходит, гуляет. Посмотрите на количество зелени. Мы тоже не упускаем шанса. Ходим, разминаемся. Вот такие вот классические домики у всех мексиканцев, одноэтажные. Вся Мексика вот такая вот, чем-то похожая на Америку. Сейчас покажу еще какие-нибудь домики. Есть красивые, есть простенькие, есть вот такие вот всякие стеклянные. У каждого есть небольшой маленький участок, и там его дом, собственно. Ну, больше похоже, знаете, как на большую квартиру, наверное. По большей части улицы все в Мексике, они вот с таким забором. Как правило, там есть охранник. Вот, я не знаю, здесь есть или нет, но по большей части где-нибудь там есть охранник, и он контролирует. То есть вот эта вот улица вся, она под таким забором, и туда могут войти только те, у кого есть доступ к забору, что достаточно безопасно. У кого-то вот так вдоль улицы находятся домики, у кого-то под забором. Вот, например, вот как там. Вот там все закрыто. То есть можно пройти только если у тебя есть ключи. Где-то открывают. Вот, это немножко такой просто обычной жизни мексиканской, так скажем. Сейчас мы поедем впервые в мексиканском метро. В принципе, он довольно-таки большой. Пока что чистый. Самая такая одна из больших станций, где все пересаживаются.
Сейчас посмотрим, как это действие. Интересно, что в мексиканском метро настолько нет, а я не успел снять. Он, в общем, ходит и всем прям на колени кладет. То есть здесь, в принципе, личного пространства, можно сказать, что нет. И он просто берет и на колени кладет продукцию, которую он продает. Я, правда, не знаю, что это. Просто на колени. И все. Если места нету, у тебя на коленях рюкзак или сумка, то он просто вставляет ее между ногами тебе, и все, и идет дальше. Вот такой вот маркетинг в мексиканском метро. Очень интересно. Метро выглядит, обычно. Единственное, что он останавливается, как автобус почему-то, очень резко. Если удастся заснять, я засниму. Вот так он останавливается примерно. Очень резко. Мы едем сейчас в парк. Я забыл вам название. Чапа. Забыл, в общем, что-то Чапа. Но метро прикольное. Довольно-таки все чистенько, спокойненько. Вот такие переходы. Не видел пока в метро бездомных. Не знаю, может, это какие-то крупные станции, но вот все станции, которые мы проезжали, все очень чисто, ухожено. Я удивлен. Ну, как бы, исходя из улиц, кажется, что это по-другому. Вот такое метро в Мексике. Ну, в принципе, довольно-таки большое. Не знаю, но примерно, может быть, как пол Москвы метро. Идем, в принципе, в центре, в историческом центре Мехико. Но мы тут уже проезжали мимо. Мне не понравилось. Достаточно много вот таких вот. Это центр. Вот это стоит просто палатки. Достаточно много всяких рынков. На улице делают всякие разные пирожные. Прям вот так. Кушают, сидят. Вот, но немножко непонятно, почему это называется центром. Кто-то на красный мчит. Здесь они в обед едят одни сплошные тако, поэтому здесь куча мест вот таких вот, где постоянно кушают тако или что-то подобное, или буррито. Постоянно. Едят они круглыми сутками их, потому что они недорогие, в принципе сытные, то есть там есть мясо, очень вкусно. Тут же в центре есть и многоэтажки, там начинают показываться потихонечку, но в центре так достаточно грязновато. Гулять, чтобы я не сказал, с первого взгляда я не сказал, что прям очень прикольно и нравится, потому что на окраинах есть, не на окраинах, даже как бы в городе имеется в виду, в других частях достаточно хорошие районы, приятные, спокойные, где нет бездомных, потому что там нечего делать. Да, в центре всегда есть туристы, и есть места, где их покормят, поэтому они все здесь тусуются. Тут очень, на самом деле, много многоэтажек, тоже вот таких, но это только в центре. Деловой район, как они называют его, финансовый район. Почему-то они всегда говорят, что это финансовый район. Может, имеют в виду богатый, пока не понял. Вот такие многоэтажки начинаются. Интересно, когда что-то здесь происходит, например, сейчас здесь Формула-1, огромный стадион, и они закрывают
вот такими заборами все достопримечательности. Потому что когда есть там митинги или очень много людей, то чтобы вандалы все это не закрасили, не испортили, они закрывают вот такими заборами, поэтому какое-то время все достопримечательности закрыты такими заборами. Конечно, оно вид значительно портит, но, с другой стороны, не испорчена сама достопримечательность. Это вот сам центр, там такая аллейка большая идет. Вот по ней такая туристическая аллея, по ней всегда много и куча народу гуляет. Сейчас пойдем смотреть. В общем, это не совсем центр, я немножко ошибся. А сзади меня, то есть это начало, в центр мы еще пойдем. Это самая большая триумфальная арка, считается в мире. Она порядка 70 метров. Да. Там красивая луна, если видно, конечно. Вот. Это просто там собран музей наверху о истории революции в Мексике. Потому что Мексика — это, в принципе, индейцы были. Потом они были под испанской колонией, находились очень долгое время. Мы гуляем по парку Чапультепек, если я правильно его назвал. Вроде как правильно. И он находится почти в центре города. У него отличные виды, просто посмотрите. Я надеюсь, видно вот там вдалеке горы. Представьте, сколько зелени в Мексике. Это просто шок контент. В принципе, в этом парке славится огромное количество зелени. Очень красиво. В общем, вот там центр Мехико. Ну, не центр, это улица центральная, самая длинная в Мехико. Видно, как вдоль нее расположены большие здания, офисы и так далее. Вот такой красивый проспект они сделали посередине. Называется улица Реформы, проспект Реформы. Красиво. Ну, сверху красиво, а когда там ходишь, ну, просто прямая улица. Проспект такой длинный, там много рынков, всякого такого. Ну, ничего прям сверхъестественного. Видите вот этого сверчка-кузнечика? Я еще не разобрался, что это. Кузнечик. Чапультепек — это означает, ну, вот этот парк Чапультепек обозначает холм кузнечиков, если, ну, дословно перевести, как мне сказали. Поправьте, если я что-то сказал не так. И мы их здесь ели, кстати, я показывал на видео. Мы плывем на лодочке. И тут, ну, это просто вдоль реки какой-то плывем. Тут есть такой плавучий ресторан, то есть тебя догоняет такая вот лодка. Если ты хочешь что-то заказать, то она тебя догоняет и готовит кукурузу. Это традиционное мексиканское блюдо, но я вот забыл, как оно называется опять. Элотос. Вот, элотос мне подсказывают. Но я не понял, в чем традиционность. Просто в кукурузе. Но на самом деле она готовится много с чем. Например, с чили, как всегда. Что здесь еще может быть?
Итак, плавучий ресторан на ходу. Кто-то себе заказал мариачи на двоих. Да. А, продают растения. И кушают. Плавучий бар, если нужно. Хоп. И вот тут маргарита. Все, что хочешь, продают. И текилу, и маргариту. Захотел баночку. Попросил. Тебе подплыли и налили. Идеально. Хватит.